Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Сегодня я буду поделиться с вами своими знаниями и своими навыками, как вязать глубокую круглую вырез горловины в реглан погоне сверху. И в этом образце я стараюсь вам объяснять все нюансы и нужные моменты при вязании этого реглана. Вот дошли с левой стороны до регланной линии. Здесь тоже будем брать накид до маркировки. Там 4 регланные петли погона. И после маркировки опять берем накид. И вот здесь у нас начинаются петли переда, друзья. Вот здесь отмечено перед, петли переда. Мы здесь опять с левой стороны, как мы сделали процедуру на правой стороне, сократим 4 петли по очереди. Значит, этот ряд мы сократим 1 петлю, 2 петли берем и вяжем их вместе. Сократили 1 петлю. И здесь обязательно мы на бумажке отмечаем. Слева сократили 1 петлю. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю на спицу берем, не провязывая. И накид мы перепоставим и вяжем лицевой петлей, скрещивая. Таким образом. Опять до маркировки берем накид, маркировка и 4 лицевые петли. Вы знаете, друзья, мы сейчас находимся на лицевой стороне вязания. Маркировка, после маркировки накид и провяжем эту накид, скрещивая лицевой петлей. Теперь, друзья, мы начали сейчас петли спинки. Здесь укороченными рядами мы образуем вырез спинки. И здесь мы провяжем 4 петли, первую четверку. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем нашу работу. Мы на изнаночной стороне. Первую петлю возьмем, не провязывая, и протянем нить, образуем 2 ножки. Продолжим вязание изнаночными петлями. Накид вяжем изнаночно, скрещивая, и берем накид. После маркировки петли погона вяжем посвободнее. После маркировки берем накид, и следующий накид мы провяжем, скрещивая изнаночной петлей. Вот таким образом. Начали петли переда. Вот эта петля у нас, которую в прошлый раз мы сократили 1 петлю, опять мы сократим 1 петлю. Вот эту петлю и следующую петлю мы провяжем вместе. Вот опять мы сокращили 1 петлю. Обозначаем на бумажке. Поворачиваем работу. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. И продолжим вязание теперь на лицевой стороне. В лицевой стороне всегда накиды перепоставим и провяжем, скрещивая. Берем накид до маркировки. 4 петли погона. После маркировки опять накид. И этот накид мы провяжем, скрещивая. И теперь у нас начинаются петли спинки. Мы доходим до петли 2 ножки, которую в прошлый раз мы образовали. Вот эту петлю мы провяжем таким образом. Спицу заходим с левой стороны, захватываем обе ножки и провяжем таким образом лицевой петлей.
После этого здесь опять мы добавим вторую четверку. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем нашу работу. Теперь мы находимся на изнаночной стороне. И здесь мы первую петлю берем на спицу, не провязывая, протянем нить, образуем 2 ножки. Таким образом. И продолжим вязание изнаночными петлями. Доходим до регланной линии. Накид провяжем, скрещивая, берем накид. После маркировки 4 петли реглана. После маркировки берем накид. И следующий накид мы берем, провяжем, скрещивая. Опять начинаются петли переда. Вот. Вот опять дошли до этой петли, которую мы должны провязать с этой петли и следующей петлей вместе. И провяжем их вместе. И с этим мы сократили еще одну петлю. Отмечаем на бумажке. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. И продолжим вязание лицевыми петлями. Эту петлю перепоставим, вяжем, скрещивая лицевой петлей, берем накид, петли погона, после маркировки берем накид и опять перепоставим накид и провяжем, скрещивая. Мы теперь начали петли спинки. Вот дошли до петли 2 ножки, вяжем обе ножки вместе и лицевой петлей, и опять здесь мы добавим третью четверку петли. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем нашу работу. Мы и на спинке закончили наше углубление спинной части горловины. Поворачиваем нашу работу. Теперь мы на изнаночной стороне. Первую петлю возьмем на спицу, не провязывая, и протянем, образуем 2 ножки. Таким образом продолжим провязывать следующие петли изнаночной петлей. И здесь накид провяжем, скрещивая, и после нее берем накид. 4 петли погона. После маркировки берем накид и следующий накид провяжем, скрещивая изнаночной петлей. Теперь мы начали петли переда. Здесь тоже мы должны сокращать петель для образования ростка. И вот видно, вот эту петлю и следующую петлю мы провяжем вместе. С этим мы сокращаем одну петлю. И здесь мы отмечаем. Вот с левой стороны тоже мы закончили 4 петли, сократили, чтобы без провязывания. Поворачиваем нашу работу. Теперь, друзья, у нас вязание теперь
идет по полукругу. Вот с левой стороны переда мы по спинке вяжем до следующего сокращения петель по переду. И опять поворачиваем нашу работу. Вот таким образом мы теперь будем вязать по полукругу. Здесь будем провязывать все петли спинки. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, и продолжим вязание лицевыми петлями. Возле реглана обязательно не забудьте брать накиды. А предыдущий накид вяжете скрещивая. 4 петли вяжете более свободно. Вот мы дошли до петли 2 ножки на спинке. Это мы провяжем, заходим с левой стороны, захватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей. И продолжим вязание. И здесь даже незаметно будет наш промежуток вязания. Вот дошли до реглана. Накид перепоставим, скрещивая, вяжем лицевую петлю, берем накид. 4 петли реглана. После маркировки берем накид и перепоставим наш накид и вяжем, скрещивая лицевой петлей. Вот теперь начинаются у нас петли переда. Друзья, мы петли переда теперь должны сокращать 4 петли по очереди. Одну петлю сокращаем, одну петлю провязываем, как я вам на схеме показала и говорила. Теперь я вам на практике покажу. Это значит, мы теперь провяжем вот таким образом, с наклоном вправо. Мы провяжем вот таким образом. Сократили одну петлю, провязывая 2 петли вместе. И следующую одну петлю провяжем. Вот мы сократили одну петлю, отмечаем. С правой стороны мы сократили еще одну петлю. И провязывали одну петлю. Поворачиваем нашу работу. Теперь мы на изнаночной стороне. Первую петлю возьмем на спицу, не провязывая, и продолжим вязание все петли изнаночными петлями. Вы здесь знаете, как оформлять возле погона, возле реглана. И все петли спинки вяжете изнаночными петлями. Здесь тоже оформляете реглан. И доходите до места, которое мы по переду слева должны сократить еще одну петлю. Здесь я вам покажу, как сократить одну петлю и провязывать одну петлю. Вот мы дошли до петли переда слева, которую должны сокращать. Это мы сокращаем вот таким образом. Для этого мы переправим наши петельки. Таким образом. И заходим с левой стороны и провяжем изнаночно. И следующую петлю провяжем. Вот мы с левой стороны переда, вот перед, сократили одну петлю. Здесь отмечаем на бумажке. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю возьмем на спицу, не провязывая, и мы на лицевой стороне все петли провяжем лицевыми петлями. И вот таким образом, друзья,
мы здесь не забываем оформлять наш реглан погон. И по переду мы сокращаем одну петлю провязываем и справа, и слева. И отмечаем на бумажке. Это мы сделаем 4 раза. Когда 4 раза будет, мы уже потом переходим, одну петлю сокращаем, 2 петли провязываем. Это я вам еще на практике покажу. Вот таким образом, друзья, вы сами самостоятельно вяжете еще 3 сокращения, петли с одним провязыванием. И мы с вами увидимся. Вот, друзья, ход вязания у нас приобретает вот такой вид. И мы должны по ходу вязания измерить наш размер плечи. Для этого, друзья, вот у нас наша горловина, перед и спинка. И у нас погончик. И здесь мы должны точно знать, какой размер нашей плечи. В моем случае размер плечи 38. А здесь широта нашей горловины вот здесь у нас имеется 20-21 сантиметров. А когда 38, 20 отнимаем, останется 18. 18, когда делим на обе плечики, у нас получается по 9 справа, по 9 слева сантиметров. Значит, когда мы здесь оформляем реглан погон, длину до 9 сантиметров с обеих сторон, мы потом прекратим образование нашего погончика. Для этого прямо измеряем наш погончик. Плечики получились 9 сантиметров. Уже можно считать, мы закончили образование плечики. Теперь здесь мы можем приступить, отделяя наши плечи, начинаем образовать рукава кофточки. Так на практике покажу. А по переду у нас продолжается образование ростка. Здесь мы сокращаем петли по переду. И у нас тоже, само собой, продолжается и эта работа. Я закончила с правой стороны сокращение 4 петли. Одну сокращаю, одну провязываю. И теперь я буду сокращать 4 петлю на левой стороне. Тоже одну петлю сокращаю, одну петлю провязываю. Потом начинается сокращение петли. По одной сокращаем, 2 петли провязываем. Вот, друзья, мы по переду слева уже на лицевой стороне приближаемся к регланной линии реглан погона. Теперь здесь начинаем оформлять рукава. Для этого мы здесь отделяем петли и перепоставим наши маркировки в другое место, чтобы здесь образовать рукава. Для этого плечевой части начала рукава, друзья, здесь должен быть около где-то 4-5 сантиметров. Ну, смотря размеры кофточки. Когда размер больше, размер верхушки рукава тоже будет, соответственно, больше. Может 6, может 7. А в моем случае я посчитываю 5 сантиметров. Для этого у меня в середине погончики есть 4 петли. Еще я должна добавить 6 петель. Для этого до маркировки я добавлю 3 петли с этой стороны. И с этой стороны тоже добавлю 3 петли. Еще один нюанс, друзья. Накиды для регланной линии на левой стороне добавите по одной петле с обеих сторон. Тогда у нас равняются добавленные петли слева, справа.